Прошлый месяц принес российскому авторынку довольно неожиданную картину. Свежая статистика показывает цифру, которая на первый взгляд выглядит обнадеживающе. За месяц продано около 80 тысяч новых легковых автомобилей. Рынок даже показал небольшой рост. Примерно на 2,5% по сравнению с прошлым годом. То есть покупателям приходится брать машины, хотя цены неадекватные. А если посмотреть еще глубже, становится понятно, что за общей позитивной цифрой скрывается довольно жесткий перекос. Потому что пока весь рынок держится на последних покупателях, главный российский автопроизводитель показывает обвал продаж. Причем падение оказалось очень чувствительным. 22,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Если же смотреть первые 2 месяца года вместе, картина становится еще более показательной. Продажи у АвтоВАЗа рухнули на 26%, то есть каждый 4-й покупатель, который еще год назад пришел бы в салон за Ладой, сегодня выбрал другой новый автомобиль. И это уже не похоже на обычные сезонные колебания. Скорее это выглядит как изменение структуры рынка. Покупатель вынужден тратить деньги на машину, но его выбор резко смещается в сторону других брендов. Чтобы понять, почему так происходит, нужно посмотреть не только на сами продажи, но и на условия, в которых сегодня существует весь российский авторынок. Проблема формировалась не за один месяц. Ее признаки были заметны еще в течение всего прошлого года. Первое и самое очевидное – это цены. Новые автомобили в России давно перестали быть дешевыми. Но раньше существовал механизм, который заставлял большинство покупателей все-таки решаться на покупку. Речь, конечно, об автокредитах. Еще совсем недавно автокредит был решающим инструментом. Человеку не хватало денег на машину, он оформлял кредит, получал ежемесячный график платежей и ездил на новом автомобиле. Именно из-за кредитов огромная часть машин находила своих покупателей. По данным самого АвтоВАЗа, примерно 70% автомобилей Лада продавались именно в кредит. Это огромная доля. Фактически рынок держится на банковских программах. Но ситуация резко изменилась после того, как ключевая ставка Центробанка поднялась до очень высоких уровней. В результате кредиты стали либо крайне дорогими, либо просто недоступными. Банки начали осторожнее оформлять заявки, а те предложения, которые остаются на рынке, часто выглядят нецелесообразными и невыносимыми для семейного бюджета. Представьте обычный магазин, где большинство покупателей платило банковскими картами, и вдруг терминалы перестали работать. Люди вроде бы решились купить товар, но способ оплаты исчезает. Естественно, продажи резко просели. На авторынке сейчас происходит примерно то же самое. Механизм, который долгие годы обеспечивал поток покупателей, фактически начал давать сбои. Кстати, если хотите понимать, что реально происходит на авторынке без официальных пресс-релизов и красивых отчетов, я периодически публикую жесткие разборы и инсайды в своем телеграм-канале. Там можно говорить без цензуры, ссылка есть в описании. Из-за этого тормозится не только рынок новых машин, под давлением оказался и вторичный рынок. Некоторые владельцы хотят продать старую машину, чтобы добавить денег и купить новую. Но если старый автомобиль не продается месяцами, то и новая покупка откладывается. В итоге возникает своеобразный эффект заморозки. Люди вроде бы заинтересованы в обновлении автомобиля, но не могут реализовать этот план. При этом ждать серьезного снижения цен на новые машины – это единственное, что нам остается. Хотя история мирового автопрома показывает, что производители крайне редко идут на долгосрочное снижение стоимости, АвтоВАЗу придется это сделать, иначе потеряет всех покупателей. Судя по публичным заявлениям, в АвтоВАЗе рассчитывали на относительно стабильное начало года. Но фактические цифры показали совершенно другую динамику. Всего за прошлый месяц в России было продано 80 тысяч новых легковых автомобилей. Формально это рост по сравнению с прошлым годом. Но продажи автомобилей Лада за тот же месяц составили 19 тысяч машин. Год назад эта цифра была значительно выше – более 24 тысяч машин. Разница примерно 5500 автомобилей.
Это и есть те самые покупатели, которые в прошлом году выбрали бы Ладу, а теперь ушли к другим брендам. По итогам первых 2 месяцев года доля АвтоВАЗа на рынке составляет примерно четверть всех продаж. На первый взгляд это все еще очень серьезная цифра. Компания остается крупнейшим игроком, но важно не только текущее положение, а динамика. Если общий рынок растет, а твоя доля в нем сокращается, значит конкуренты постепенно перетягивают покупателей на себя. И именно это сейчас и происходит. Особенно наглядно выглядит ситуация с новыми моделями, на которые возлагались большие надежды. Например, модель Искра должна была стать одним из ключевых проектов компании. Ее активно продвигали, делали ставку на современный дизайн и новую платформу. Однако в прошлом месяце эта модель даже не попала в десятку самых продаваемых автомобилей на рынке. Настолько скромный результат оказался у новинки. Пока АвтоВАЗ продолжает держать цены, конкуренты активно пользуются открывшейся возможностью. Если посмотреть на рейтинг брендов, второе место по продажам по-прежнему занимает китайский производитель Havail. За прошлый месяц этот бренд реализовал чуть больше 10 тысяч автомобилей. Компания давно закрепилась на позицию главного конкурента Лады. Но еще интереснее выглядит ситуация с брендом Chery. Его продажи уже почти приблизились к результатам Havail, и разрыв между ними заметно сократился. Кстати, в Телеграме я показал реальные цены у дилеров и какие скидки сейчас дают втихую, потому что в официальных прайсах этого нет. Если интересно, загляните, ссылка на канал в описании. Кроме китайских брендов, на рынке уверенно чувствуют себя и автомобили белорусской сборки BelG. Этот бренд постепенно наращивает объемы и удерживает стабильные позиции из-за адаптации к нашим климатическим условиям и немного сниженных цен. Но настоящим сюрпризом последних месяцев стало возвращение интереса к японским автомобилям. Несмотря на то, что официальные поставки многих брендов прекращены, машины все равно попадают на рынок через параллельный импорт. Например, продажи Toyota по сравнению с прошлым годом выросли примерно в 2 раза до 2000 машин, а у Mazda рост оказался вообще кратным, почти в 20 раз, а это 2800 новых машин. Конечно, часть этого роста объясняется очень низкой базой прошлого года, но сам факт остается фактом. Покупатели выбирают японские автомобили, если появляется возможность их купить. Это еще раз показывает, что людям приходится брать новые автомобили, но спрос от Лады ушел к другим брендам. Если же посмотреть на модельную линейку АвтоВАЗа, то здесь тоже есть довольно интересные тенденции. Самой продаваемой моделью остается Lada Granta. Это по-прежнему самый доступный новый автомобиль на российском рынке. В прошлом месяце было продано 7300 таких машин, что позволяет гарантии удержать первое место среди всех моделей. Но даже здесь наблюдается снижение. По сравнению с прошлым годом продажи Гранты снизились более чем на 23,5%. Это уже тревожный сигнал, потому что когда продолжает несколько месяцев подряд падать спрос даже на самый бюджетный автомобиль, это означает, что проблема уже не только в выборе модели. Проблема в общей доступности автомобилей для покупателей. А главный удар пришелся по другому автомобилю – Lada Vesta. Эта модель долгое время считалась флагманом марки и должна была демонстрировать современный уровень российского автопрома. Однако в прошлом месяце продажи Весты обрушились на 63% по сравнению с прошлым годом. Это очень серьезное падение. Причина во многом лежит на поверхности. Стоимость Весты выросла до уровня, на котором многие покупатели начинают сравнивать ее уже не с седанами, а с китайскими и белорусскими кроссоверами. А в этом сравнении часто выигрывает более крупный и лучше оснащенный автомобиль. Кстати, самые жесткие инсайды про дилеров, поставки и реальные проблемы АвтоВАЗа я публикую в Телеграме, потому что здесь такое режут в просмотрах. Если интересно, ссылка на канал есть в описании. Получается парадоксальная ситуация. Лада по-прежнему остается лидером рынка, но ее позиции резко размываются.
Если попытаться разобрать причины происходящего, можно выделить несколько основных факторов. Первый и самый главный – это цена. Многие модели Лады уже давно не воспринимаются как дешевые автомобили. Да, формально они остаются одними из самых доступных на рынке, но для среднего покупателя стоимость все равно выглядит высокой. Второй фактор – кредиты. Когда большая часть продаж зависит от банковских программ, любое ужесточение кредитных условий сразу бьет по спросу. И третий фактор – доверие покупателей. Если человек однажды попробовал автомобиль другого бренда и остался доволен, возвращаться к прежнему выбору он уже не обязан. При этом АвтоВАЗ постоянно находит потенциальные источники поддержки. Например, недавно были приняты решения о постепенном переходе таксопарков на автомобили, произведенные в России. На первый взгляд это может стать серьезной поддержкой для отечественных производителей. Но здесь есть нюанс. В список автомобилей, которые могут использоваться в такси, попадают не только модели Лады. Туда входят и китайские бренды, которые собираются на территории России. То есть даже этот сегмент рынка АвтоВАЗу придется делить с конкурентами. Если смотреть шире, нынешняя ситуация напоминает процессы, которые происходили в других странах в разные периоды. Когда национальный производитель начинает постепенно терять долю рынка, а на его место приходят новые игроки. Иногда этот процесс занимает считанные годы, а иногда десятилетия. И многое зависит от того, насколько быстро компания способна адаптироваться к новым условиям. Сегодня АвтоВАЗ все еще остается крупнейшим игроком российского рынка, но его положение выглядит совсем плохо. Покупатели стали гораздо прагматичнее. Они меньше ориентируются на привычные бренды и все чаще сравнивают автомобили по цене, оснащению и характеристикам. И в этой новой реальности главный вопрос звучит довольно просто. Сможет ли Лада снова предложить рынку доступные автомобили, которые будут восприниматься как очевидный выбор для большинства покупателей? Потому что если этого не произойдет, структура рынка может измениться гораздо сильнее, чем многие сегодня ожидают. И вот здесь интересно услышать ваше мнение. Как вы считаете, может ли Лада сохранить свои позиции на рынке в ближайшие годы? Или российский авторынок постепенно будет переходить под контроль других брендов? Напишите в комментариях, что думаете и чего ожидаете вы. Мне действительно интересно посмотреть на ваши аргументы и наблюдения. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании. Ну и шутка на прощание. АвтоВАЗ. Вы фразу «можно, а зачем» запатентовали? Да. А коробку автомат запатентовать можете? Можем. А зачем?